Когда ты впервые видишь BigBat 16V747, он не кажется настоящим. Скорее, выглядит как декорация к фильму про гигантских роботов, чем реальный сельскохозяйственный трактор. Но нет, это не спецэффект и не фэнтези. Это самый большой трактор в истории человечества, созданный не для шоу, а для работы в полях. Его высота более 15 футов, а длина почти в 2 обычных автомобиля. Каждый его ботинок, то есть колесо, выше среднего взрослого человека. Представь, каково это. Подойти к нему, а он возвышается над тобой, как железный небоскреб на колесах. Но самое сумасшедшее не в размерах, а в возможностях. Этот монстр оснащен двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил. Его создавали специально для обработки невероятных площадей земли. Он может зацепить плуг весом в десятки тысяч фунтов и работать без остановки долгие часы. Создан он был в конце 70-х годов, но до сих пор остается иконой. Место рождения — штат Монтана, а владельцы — настоящие энтузиасты, не просто фермеры, а люди, повернутые на мощности и эффективности. На его фоне даже современные машины кажутся игрушками, а ведь это только начало. Самое интересное начинается, когда тракторы начинают бросать вызов не только земле, но и поездам. Трактор, который буксировал поезд, сцепка из нескольких вагонов стояла на рельсах, казалось бы, намертво. Но в один момент они дернулись и поехали. Причем вперед их толкнул не локомотив, а огромный трактор. Эта сцена произошла на глазах десятков изумленных свидетелей. Люди хватались за головы, потому что увиденное противоречило здравому смыслу. Речь идет о Versatile A750, одном из самых тяжелых колесных тракторов, когда-либо созданных в Канаде. Этот зверь весит около 45 тысяч фунтов, а его двигатель способен выдать более 1000 лошадиных сил. Это не просто цифры, это мощь, проверенная в деле. Один из фермеров поставил эксперимент, сможет ли его трактор сдвинуть поезд. Спойлер, смог и еще как. Он тянул состав с углем, масса которого превышала сотни тонн. Конечно, рельсы обеспечили минимальное сопротивление качению, но все же сам факт говорит о многом. Такой трюк невозможен без продуманной инженерии и без настоящего мотора-бойца под капотом. Versatile не просто бренд, это имя, за которым стоит целая философия, максимальная мощность, надежность и выносливость. Эти машины не ломаются, они ломают. Особенно, когда дело доходит до асфальта. Американский убийца асфальта. Когда такой трактор выезжает на дорогу, все машины инстинктивно прижимаются к обочине. Его не остановить, не объехать и не игнорировать. John Deere 9RX — настоящая икона американского агробизнеса, но выглядит он как пришелец из военного будущего. Этот зверь на 4 гусеницах выглядит не как транспорт, а как угроза. Каждая гусеница шириной с холодильник, и вся конструкция весит больше 15 тонн. Он не ездит, он продавливает землю под собой. А самое главное, его можно встретить не только в полях, но и на дорогах, где он законно передвигается между участками, пугая случайных водителей. Под капотом дизельный двигатель с мощностью в районе 600-700 лошадиных сил, в зависимости от модификации. Но дело не только в мощности, а в тяге. Он может спокойно тянуть за собой оборудование весом в десятки тысяч фунтов, не теряя скорости и стабильности. John Deere — культовое имя, которое в Америке не надо объяснять. Это как Harley среди тракторов. И, конечно, на фоне такой индустриальной красоты кто-то обязательно должен был спросить: а что, если сделать его еще быстрее? Так началась эра настоящих гоночных зверей с турбонаддувом и нитро. Турбонаддув и нитро. На первый взгляд обычный трактор. Чуть ярче покраска, чуть громче рев двигателя. Но когда он стартует, становится ясно. Это не просто трактор, это адская машина, вырвавшаяся с драгполосы. 1000 лошадиных сил, нитрометан в топливной системе, турбины размером с кухонный шкаф, и все это ради одной цели — взорвать воображение зрителя. Добро пожаловать в мир трак-пулинга, дисциплины, где тракторы соревнуются, кто сможет протянуть за собой специальную тележку с изменяющимся весом дальше всех. И чтобы победить, нужно не просто мощный трактор, нужен настоящий монстр. Некоторые из этих машин построены с нуля, специально для соревнований. У них не бывает заднего хода, но это и не нужно. Главное — старт. Они ревут, как самолеты, и разгоняются с такой силой, что задние колеса вздымаются в воздух. Публика визжит от восторга. Это не ферма, это адреналиновое шоу. Но иногда подобные тракторы выходят за пределы треков, и тогда начинается нечто совершенно безумное. Когда ферма превращается в арену,
Ты приходишь на поле и ждешь, что увидишь обычную сельскую работу. Но вместо этого слышишь рев моторов, дым, фейерверки и аплодисменты. Это не фермерский праздник, это настоящая арена для боев тракторов. Tractor Wars, Iron Pool, шоу, где техника испытывается на прочность до предела. Тут трактора борются друг с другом не только в перетягивании, но и в скорости, маневренности, иногда даже в буксировке других машин. Некоторые выглядят как трансформеры с декоративными огнями, агрессивным обвесом, усиленными рамами. Все для того, чтобы выдержать жесточайшие нагрузки. Участие стоит $1000. Победитель забирает приз и славу. Иногда это просто фермер, который всю жизнь работал на земле, а иногда профессиональный механик, вложивший душу в свою адскую машину. Здесь больше, чем шоу. Это культура. Люди приходят с семьями, следят за техниками, спорят о модификациях. И именно отсюда начинают свой путь самые безумные тракторы за $1 миллион. Трактор за миллион. Если кто-то скажет тебе, что трактор может стоить дороже, чем дом с бассейном в Калифорнии, не спеши смеяться. Некоторые современные машины действительно пробивают планку в $1 миллион, и покупатели при этом даже не моргают. Почему? Потому что такие тракторы не просто возделывают землю, они изменяют саму суть фермерства. Один из ярких примеров. Fendt 1100 Vario MT. Эта гусеничная махина родом из Германии выглядит не только как футуристический танк, но и управляется как суперкар. Огромный салон, климат-контроль, панорамные камеры, система автопилота и спутниковое позиционирование — все это не фантастика, а стандарт. Но главное — двигатель. Под капотом скрывается более 600 лошадиных сил, распределенных по системе, которая может адаптироваться к условиям работы в реальном времени. Это значит, что трактор сам решает, когда ему нужно больше тяги, когда больше экономичности. Все автоматизировано, как в современных самолетах. И да, стоит такая роскошь от 900 тысяч до $1 миллиона. Почему фермеры платят такие деньги? Потому что этот трактор способен заменить сразу несколько машин, сократить затраты, увеличить урожайность и работать в режиме 24/7. Он окупается за пару сезонов. Но, несмотря на свою цену и продвинутость, даже Fendt выглядит скромно рядом с техникой, рожденной в экстремальных условиях, где техника строилась не для бизнеса, а для выживания. Рожден в СССР. В Советском Союзе не гнались за глянцем. Трактор там создавался не ради комфорта или инноваций, а ради одной цели – сражаться с природой и побеждать ее. И самым ярким символом этой философии стал кировец К-700. Гигант из Ленинграда, рожденный в 60-х. Этот монстр был длиной более 26 футов, весил почти 20 тонн и имел двигатель мощностью в 300 лошадиных сил. Но не в цифрах было дело. Главное — в выносливости. Он мог работать в условиях крайнего севера, где температура опускается ниже -40 по Фаренгейту. Он проходил там, где увязали танки. И он не жаловался. Кировец стал легендой. Его звали «Желтый зверь», и он действительно выглядел как трактор апокалипсиса. Широкие колеса, массивный капот, кабина, похожая на будку локомотива. Его до сих пор используют в России, Казахстане, Монголии и даже в некоторых северных регионах Канады. Это машина, которая не просто пашет землю, она живет на ней, как волк в тундре. Но техническая революция не стоит на месте. И если кировец — это прошлое силы, то следующий герой — это будущее, где люди больше не нужны за рулем. Робот на полях. Автономные тракторы уже не фантастика, а реальность. Когда ты видишь, как громадная машина размером с грузовик медленно, но уверенно движется по полю без водителя внутри, возникает странное чувство, будто ты попал в будущее. На самом деле, именно туда мы и идем. Один из флагманов в этой области — John Deere Autonomous 8R. Он не просто едет по заданному маршруту, он сам анализирует почву, корректирует маршрут в реальном времени и связывается со спутниками и погодными станциями. У него нет кабины, только камеры и датчики. Он не требует отдыха, не устает и не ошибается. Фермер управляет им с планшета. В прямом смысле слова, сидя дома, можно послать трактор вспахать поле в 10 милях от фермы. Это экономит деньги, топливо, время и человеческий ресурс. А самое важное — это начало новой эры, где техника будет работать автономно, как рой роботов. Сейчас такие машины стоят дорого, но, как и все в технологиях, со временем они станут доступнее. А пока человечество только учится доверять железным помощникам. Однако на другом конце света есть страна, где все наоборот. Маленький трактор управляется человеком, но работает так точно, что кажется живым. Тайный король Японии. Когда думаешь о Японии, на ум приходят роботы, технологии и
рисовые поля. Но ты удивишься, насколько продвинутой может быть техника для работы на этих полях. Один из таких тракторов — Yanmar YT-5113. Это словно самурай среди техники. Компактный, тихий, но смертоносно эффективный. Его длина всего 12 футов, и он выглядит почти игрушечным на фоне американских гигантов. Но под этой скромной внешностью скрывается удивительная точность. Система автоматической навигации, невероятно точный GPS, сверхчувствительная подвеска — все для того, чтобы обработать даже самые узкие и сложные участки. Именно в Японии ценится не масштаб, а ювелирность. Этот трактор умеет работать в ограниченных пространствах, между деревьями, на склонах, в условиях повышенной влажности. При этом он может соединяться с другими машинами в единую сеть и работать как часть автоматизированного комплекса. Такой подход — совсем иной взгляд на сельское хозяйство. Не грубая сила, а умная точность. А вот в Британии к делу подошли иначе. Там создали машину, которая скорее танк, чем трактор. И используется она далеко не только в сельском хозяйстве. Британский властелин грязи. На первый взгляд обычный трактор, но стоит ему попасть в поле, как он начинает копать, месить, бурить и ломать все на своем пути. Это JCB Fast Track 2. Британский ответ на все. От фермерских работ до спасательных операций и военной логистики. Это один из самых быстрых тракторов в мире, способный разогнаться до 60 миль в час. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса и заслужил прозвище «фермерский болид». Однако не только скорость делает его легендой. Фаст-трак используется спасателями, военными, инженерами. Его можно найти на стройках, в зонах бедствий, в армейских колоннах. И все это благодаря уникальной конструкции, высокому клиренсу, прочной раме, адаптивной трансмиссии. Это не просто рабочая лошадка, это жеребец для специальных задач. Его часто видят на болотах, в горах, даже в зонах, где обычная техника не пройдет. Он не самый мощный, не самый крупный, но один из самых универсальных. И это делает его незаменимым. Но что если взять гусеницы, мощность и защиту и превратить трактор в настоящий танк? Танк без пушки. Иногда трудно сказать, трактор это или бронемашина. Один взгляд на Challenger MT875E, и ты понимаешь, с такой техникой лучше не спорить. Он будто создан не для поля, а для штурма бетонных стен. Гусеницы шириной с школьную парту, корпус из толстого металла, кабина, напоминающая бронекупол — все говорит о том, что он пришел из будущего, где фермы — это зоны боевых действий. Эта машина весит более 40 тысяч фунтов, а ее мощность превышает 600 лошадиных сил. Но главное — ее тяга. Благодаря гусеничному приводу трактор буквально вгрызается в землю. Он не скользит, не буксует, он продавливает любую поверхность, как каток, но при этом делает это плавно, почти без шума. Интересно, что Challenger используется не только в сельском хозяйстве, но и в добыче полезных ископаемых, в военной логистике и при строительстве аэродромов. Его заказывают даже армии некоторых стран, где он применяется как техническая машина для буксировки тяжелой артиллерии или перевозки инженерного оборудования. И да, внешне он действительно напоминает танк, а в некоторых модификациях даже оснащается специальными защитными экранами. Но вот что действительно сносит крышу — это тракторы, под капотом которых скрываются двигатели от самолетов. Под капотом самолет. Когда кто-то решает поставить авиационный двигатель в трактор, это уже не сельское хозяйство, это инженерное безумие. Такие машины не производятся серийно. Они рождаются в гаражах энтузиастов, на грани безумия и гениальности. Но факт остается фактом. Тракторы с авиационными моторами существуют. И они ревут, как взлетающий Боинг. В некоторых соревнованиях по тракторному перетягиванию можно увидеть агрегаты с турбореактивными установками. Например, легендарный Shockwave. Трактор, в котором установлен не один, а сразу 3 турбинных двигателя. Их суммарная мощность превышает 20 тысяч лошадиных сил. Да, ты не ослышался? 20 тысяч. Это как у штурмового вертолета, но на колесах. Конечно, на поле с таким не выйдешь. Это шоу-машины. Но интерес к ним огромен. Ведь каждый такой запуск — это звук, от которого дрожит земля. Пламя из сопел, грохот и ветер от взрывной тяги. И вот уже трактор мчится по полосе, оставляя за собой след огня. Такое невозможно использовать в реальной ферме. Но подобные проекты вдохновляют инженеров. Именно они прокладывают путь к новым технологиям. Ведь когда-то и паровой трактор казался абсурдом. Древние титаны. История тракторов начиналась не с дизеля и гидравлики. Первые машины, которые называли тракторами, были сделаны из чугуна и стали, двигались на паре и весили больше, чем современные грузовики. Их запускали вручную, разогревая бойлеры до нескольких сотен градусов. Это были настоящие титаны. Медленные, тяжелые, но невероятно мощные. Одним из самых знаковых стал Case Steam Engine трактор, созданный в конце 19 века. Эта махина напоминала паровоз без рельс.
Два гигантских колеса, массивный котел и рев, напоминающий пароход. Он тянул плуги и бароны, вспахивая землю с такой мощью, что ее, казалось, взорвали изнутри. Работать таким трактором было опасно. Один неправильный поворот клапана, и можно было получить ожоги или взрыв. Но фермеры шли на риск, потому что альтернативы просто не было. Эти машины заменяли десятки лошадей и открывали новую эру механического земледелия. С тех пор многое изменилось. Современные тракторы безопаснее, быстрее, точнее, но у этих старых титанов была своя душа. И даже сегодня некоторые энтузиасты восстанавливают их, запускают на фестивалях, чтобы показать, с чего все начиналось. Но тракторы умеют не только работать. Иногда они участвуют в гонках, и это совершенно особое зрелище. Фермерский Формула-1. Если ты думаешь, что трактор не может быть быстрым, ты просто не видел Pulling Tractors и их гоночных собратьев. На специализированных трассах устраиваются настоящие гонки, где огромные машины проносятся со скоростью легковушек. Это не просто зрелище, это настоящая битва грома и стали. Некоторые из этих тракторов оснащаются моторами от гоночных автомобилей или даже от грузовиков. Подвеска, колеса, тормоза — все доработано. Максимальная скорость — более 70 миль в час. И это с прицепом за спиной. Заезды короткие, но невероятно насыщенные. Шум стоит такой, что закладывает уши даже в наушниках. Гонки проходят на грязевых трассах по пересеченной местности, иногда на специально подготовленных треках. Это спорт для настоящих фанатов. У каждого трактора имя, цвета, спонсоры, команда. Здесь техника как болид. Ее настраивают, прокачивают, ремонтируют после каждого заезда. И все это не ради урожая, а ради шоу. Но если заглянуть за горизонт, то видно, впереди не только шоу, но и технологии, которые изменят все. Будущее на гусеницах. Тракторы будущего уже стучатся в двери настоящего. В лабораториях и исследовательских центрах создаются концепты, которые больше похожи на марсоходы, чем на привычные машины. Без кабины, без руля, с искусственным интеллектом, нейросетями и управлением по спутнику — все это уже не фантастика, а рабочие прототипы. Одним из самых амбициозных проектов стал Case IH Autonomous Concept Vehicle. Трактор без водителя, способный самостоятельно обрабатывать поле, анализировать состояние почвы и даже принимать решения на основе погодных данных. Его корпус гладкий, обтекаемый, будто из фильма про будущее. Движение бесшумное, плавное, как у электрокара. Но не только автономность, электрификация, водородные двигатели, композитные материалы, системы прогнозирования урожайности — все это входит в арсенал тракторов нового поколения. Мир меняется, и вместе с ним меняются и фермы. Больше не нужно сидеть в кабине по 10 часов. Все делается с планшета, а скоро и с голосовой команды. И если 100 лет назад трактор заменил лошадь, то теперь он становится частью цифровой экосистемы. Умной, точной и автономной. Так заканчивается история, которая началась с пара и железа и продолжается в кремнии и электричестве.